Во многом соглашусь с Геннадием Андреевичем, кроме последней фразы, кто говорит о необходимости примирить три России. С этой трибуны ЛДПР говорит уже 20 лет. А там в Кремле еще не говорят как раз. Это мы здесь говорим с вами. И я рад, что вы тоже встали на эту линию. Потому что Россия одна. Если проводить выставку Рюриковича Романовой, то не советский период, может быть, назвать, а брежневская Россия. Всем будет понятно, потому что в советской России были негативные моменты. И Горбачев был советский период. Нам это не очень выгодно показывать первую часть советской власти и последнюю. Посередине было отлично, при Брежневе. Теперь про Холокост упомянули, что Холокост начался с Югославии. Нет, Холокост начался 1 августа 1914 года. Австрийские войска стали вешать русских в Галиции. Только за то, что русские. Они не воевали. Они входили в деревню, кто русский? Русский, повесить. Русская газета в руках, повесить. И это замалчивалось в наших учебниках истории. Ради хороших отношений с Австрией. Зачем? Поэтому это нужно говорить. Первые 2 концлагеря были сделаны для русских в Первую мировую войну. Еще никаких лагерей не было. Поэтому сегодняшняя Украина, она повторяет то, что делала Австро-Венгрия, в 1914 году. И правильно прозвучало о курсе, но нельзя говорить, что мы во внешней политике с вами все поддерживаем. Мы и во внешней политике не дали правильную оценку. Это одна политика, внутренняя и внешняя. Так вот, во внешней политике нужно дать оценку, что не должно быть таких понятий, как дружба народов. И не должно быть таких понятий, как подарки от имени народа кому-то. Сколько мы раздали денег за 100 лет? Неимоверно. Всем раздали. Запомните на всю оставшуюся жизнь. Тот, кто дает, его не ценят. Это проявление слабости. Значит, он задаривает. Значит, он боится тех, кому дают. Вот когда кнут, жандармы идут, спецназ идет, вот тогда они молчат. И не дернется никто никогда. Царь так делал. Зашевелились, послал войска. Тишина на десятилетие. А мы подарки от Кубы до Кореи. Вьетнам, Африка, всем раздали. И Украине. Земли берите, заводы берите, деньги берите. Вот они и поняли, что Россия все дает, а Россия с ума сошла. Что делает Россия-то? Ну, поставь тут стаканы одни. Что, больные все вот стоят здесь. Все, стаканы, водичка, уберите все это. Не люблю, когда это все стоит под рукой. То есть не надо никому дарить. Раз в семье в себя посмотрите на ваших родственников. Когда вы им дарите, лучше становятся отношения? Нет. Убирайте все да быстро. В семье, проверьте на своих семьях, на своих родственников. Чем больше даете, тем больше на вас садятся они. Проверьте на своих, на всех. Если мало дали, ходят хмурые. Еще давай, еще давай. Поэтому это была ошибка. Надо понять, что в международных отношениях только холодный расчет. Мы же строили им фабрики и заводы. Мы сколько положили солдат на Балканах? Освободили Болгарию от турецкого ига. И где болгары? И в Первую мировую против нас, и во Вторую мировую, и сейчас против нас. Зачем погибли сотни тысяч русских солдат и советских? За Варшаву зачем погибли? Сегодня нас даже не приглашают. Это Варшаву кто освободил? Освенцим кто освободил? Если сотни тысяч, а всего в Восточной Европе миллионы потеряли. За Берлин 1 миллион. Зачем штурмовать Берлин? Бомбить всю Германию. С аэродромов России бомбить всю Германию, чтобы ничего не осталось. Ни одного камня, ни одного немца. Вот тогда страна победитель. А Сталин, да как это так, Гитлер и уходит, немецкий народ остается. А кто сегодня нам портит кровь? Меркель, Ангела Меркель. Она главный инструмент Евросоюза, НАТО. И сегодня из-за нее у нас с вами и санкции, и все остальное. Поэтому надо думать правильно. Посмотрите учебники истории. Еще 10 лет назад они писали про Вторую мировую войну. Все, американцы, французы, все. Но была хоть строчка. И на Востоке русские перешли в наступление. 3 слова. Сейчас этого нету. Сейчас что Оланд говорит? Оланд, французский президент. Он говорит, победила Германия, Германию победила Америка, США, Франция, все. И некоторые другие народы тоже участвовали во Второй мировой. Мы отдельный маленький народ участвовали просто.
Они победили, разгромили, а мы участвовали. Это что такое? Это потому что давали им всем, давали. Войска выводим, а они оставили. ГДР накачиваем, а они выкачивают все. До сих пор под контролем бюджет Германии, руководящие кадры Германии, все решает Вашингтон. А мы, наоборот, стену поломали. Это все ошибки во внешней политике. А теперь внутренняя. Здесь, конечно, со дня создания ЛДПР нас обвиняли. Какая вы либеральная партия? Какая вы демократическая партия? Я им говорил, у нас другие представления о либерализме и о демократии. Прошло 20 лет. Теперь вы все отвергаете их либеральный курс. Гайдары, Чубайсы, Явлинские, Соросы и так далее. То есть мы, ЛДПР, никогда не хотели того, что они делают нам. Это Гайдаровский форум. Это же плевок нам всем и гражданам. Может быть, даже, что какие-то, может быть, отдельные правильные шаги были у правительства Гайдара. Но сколько ненависти он вызвал тем, что рухнули все вклады и отпустили цены, и миллионы людей стали беженцами. Это же последствия их правительства. Так зачем называть Гайдаровский форум? Ну, что это такое? Назовите Московский экономический форум. Есть форум в Сочи, в Красноярске, по городам. Зачем имя давать? Что они плюют на нас. А вот у нас Гайдар на первом месте. А что президент не поздравил их с этим форумом? Вообще не приехал. Вообще не заметил ни в одном выступлении. А мы сейчас здесь вот, только мы и критикуем их. Поэтому есть какие-то элементы либерализма, социализма, консерватизма. Но нужно добиваться эффективности. Я рад, что Совет Государственной Думы пригласил на следующую среду Дворковича и Федорова. Это два члена правительства, которые виноваты в том, что сегодня мы не имеем успехов в области хотя бы продовольствия. Они кощунственно улыбаются на форуме и говорят, о, оказывается, есть костромской йогурт, оказывается, есть вологодское масло, оказывается, в Иваново сыры тоже делают. Представляете, они издеваются. Это чужие министры, чужого правительства. И ничего не исчезло из магазинов-то. Я не вижу, все в магазинах есть. Так если бы пускали бы с самого начала, мы бы сегодня имели бы более мощную собственную продовольственную базу. Ведь импортное продовольствие не просто мы деньги вкладываем в чужую экономику. Это недопустимо. Им это выгодно. Им нужен рынок сбыта. Но мы получаем плохое продовольствие. Зачем же мы это будем делать? И наши граждане не могут получить достаточную поддержку в этом направлении. К сожалению, это история России. Царь ждал до точки кипения. Декабристов повесить, в 17-м власть сдаю. Вот две крайности. Слушайте, не вешайте декабристов. Хорошие ребята, офицеры, впервые побывали в Париже. Ведь что нужно было сделать, когда мы Наполеона добили? Нужно было сжечь весь Париж, как они сожгли Москву. Мы опять добренькие. И что Франция благодарна за это? В 14 году русские батальоны спасают Париж от захвата немцами. Во Вторую мировую войну опять спасаем их. Сколько же можно? Ну, болгары, ладно, хоть славяне, что-то там лопочет, русский алфавит. А французов за что спасаем? Немцы нас изуродовали, изувечили. И опять мы идем навстречу. Берите, нате, согласны, хотим. Восточная политика. Вот такая политика и внутри, и вовне, она привела к плачевным результатам. И русские цари проиграли, и советская власть проиграла. Мы любили Советский Союз. И сильно мы критикуем за то, что сдала Советский Союз группировка Горбачева. Мы понимаем, что миллионы коммунистов никак не задействованы, как и сегодня сотни тысяч единороссов. Они вынуждены просто нажимать на кнопки. Это правильно, это командный подход. А представляете, здесь будет 450 депутатов разных мастей. И как управлять? Поэтому партии для управления. Вот 4 клетки. И пусть каждый отвечает за свою политику. Поэтому у нас есть проблемы. Мы самая опытная в мире страна. Самый грамотный в мире народ. Мы должны снова запустить Международную космическую станцию, чтобы снова мы летали к каким-то дальним космическим объектам, чтобы задышало нормально сельское хозяйство, наука. Наша молодежь пускай учится и делает то, что она хочет, не надо их нагибать
и трамбовать. И, естественно, мы должны беречь друг друга, я согласен с Геннадием Андреевичем и с Сергеем Евгеньевичем, подобрее друг другу. Мы здесь не враги. Нас одно объединяет, мы граждане Российской Федерации.